Смотрите в этом видео. Прибытие в Пекин. Пустое метро. Номер в отеле. Храм Юнхэгун. Потрясающий храм неба. Немного фитнеса. Парк Бэйхай, когда в нем темно. Соевая сосиска против пекинской утки. Летим в Китай, удивительную страну, где прошлое переплетается с будущим, создавая уникальный узор истории и современности. Мегаполисы, небоскребы и скоростные поезда здесь соседствуют с наследием древних цивилизаций. Пришло время увидеть и узнать, что там такого. Аэропорт прилета. Я, честно говоря, пока еще не проснулся, не помню его название. Состояние такое космическое. 3 часа поспали. Ехали до этого, дорога была тоже непростая, еще 3 часа сна. Вот так вот выглядит аэропорт. В принципе, все таможенные процедуры заняли, вот прям с момента прилета, получения багажа и прошли 50 минут. Сейчас мы просто решили отдохнуть и попить кофе. Вот там вот Александр, вон там он, да, кофе вместе. В Макдональдсе. Макдональдс так поменялся за эти годы, что-то вообще желтые какие-то кружки, там, не знаю. Хьюстон, у нас проблемы. Нужно спасать человека. Теперь все. Теперь он пытается Union Pay заплатить, и сейчас пройдет. Сейчас все получится. Хопа! А почему ты не сделал этого раньше? Вот. Вообще, проверь привязки. Проблема при оплате в том, что затребовал... Это микрофон не включен, так что бессмысленно все, что ты говоришь. Надо включать микрофон, а потом будешь говорить. Просто дело в том, что я тебя забиваю. Да, рыба. Проблема была в том, что в Alipay не зарегистрирован был номер телефона, и я не смог оплатить Аэроэкспресс. Но сработало... Скажем так, создать штрих-код там или что-то типа QR-кода, да? Да. QR-код не создался, затребовал номер телефона, и eSIM не сработало, не пришло смс. Хотя антенна есть, eSIM работает, но смс не пришло. А потом уже здесь, находясь в Аэроэкспрессе, удалось... Через физическую сим-карту удалось получить смс и активировать ID Alipay. Мы движемся в центр Пекина из аэропорта. Достаточно просто, на самом деле, в метро ориентироваться. Если вы разбираетесь в московском метро, любом другом, то вы разберетесь. Тут китайцы некоторые больше подтупливают, честно говоря, чем мы, да? Да, для ориентира Пекин 2-я линия. Вот, а метро, как метро. Кстати, мрамора не хватает как-то, да? 100%. Это не гламурно. Ленина. Почему здесь нет? Думаю, мы найдем МАУ. Мы на 2-й линии метро, это кольцевая, наподобие кольцевой в Москве, там, грубо говоря. Все достаточно просто, метро интуитивно понятное для тех, кто умеет пользоваться метро. Я даже не знаю, что еще здесь сказать. Что-то добавить, только испортить. Мы находимся в пекинском метро. Очень метрошное метро, как должно быть метро. Как мы его себе представляем, как в Москве, как везде. Вот, очень хорошая навигация, сейчас я покажу над входом. В принципе, все понятно. На английском языке дублируются надписи все, и достаточно просто понять, где ты находишься, куда ты движешься, если заранее составить себе маршрут. Все интерактивно понятно. Интуитивно, не интерактивно, интуитивно. Понятно. Непонятно, интуитивно? Тебе интуитивно, а мне интерактивно. Хорошо. Свежий воздух, хотя по блогам он загрязненный. Пока не чувствуется. Пойте, полиция. Нихау. Please. Короче говоря, это наш номерок. Все сразу чайник. Кстати, чайник. И чайник такой прям прикольный. И лампа. Можно сидеть, перекладывать документы здесь с важным видом за этим столом, вполне нормально. Приличные кровати для 2 мужиков вообще шикарно. Александр, может, вы свои 5 копеек ставите? У нас, кстати, редкость. Номер с окном.
Ну ладно, без слов так без слов. Какие тут туалеты хоть? Всегда же было интересно, как устроены туалеты в Китае. Вот как у нас устроен туалет. Но в номере отдельно туалет и отдельно душ. И это, я считаю, огромный плюс. То есть можно делать двум людям два дела одновременно. И даже три, еще отдельно раковина получается. Отдельно раковина. И в ней можно, соответственно, мыться, бриться. То есть тут 3 человека могут принимать процедуры одновременно, а нас-то 2 всего. Я обнаружил вот такой кофе. Ну, разберемся, как его заваривать. Норм, жить можно. Неспешную прогулку нашу, ну она так-то условно неспешная, неспешную прогулку нашу к храму Янгифу. Ой, надеюсь, я правильно это произношу. Солнечно, хорошо, тепло, ветровки вполне комфортно, толстовки. Пока мы идем к храму Юнхэгун, важная информация. Все отели, которые мы снимали в Китае, были очень близко к метро, историческому центру и достопримечательностям. Только это позволило нам держать темп и осмотреть многое за короткое время. Даже время в метро от локации к локации – это 30-40 минут. Плюс дойти, потом время на выход, итого более часа на дорогу. Расстояния большие. Очень много китайцев, которые мы рассчитывали в будний день должны работать. Еще мы чуть не потеряли микрофон, и это было смешно. Он примагнитился к рамке. Тут везде заходишь, тебя проверяют. Рамочку, сумочку, туда-сюда. И у меня микрофон соскочил и примагнитился к рамке. И вот в момент, когда мы начали снимать, мы это заметили. Очень быстро пробежал. Китайцы все прекрасно понимают по-русски, когда паника у тебя. По мимике. Да, по мимике. Я пробежал все посты контроля, нашел на рамке микрофон, вернулся. И вот даже билет, по-моему, не показывал. Показывал я билет, ну вот так, что-то так все это самое. Все меня поняли, все поржали, когда я нашел этот микрофон на рамочке прикрепленный. И вот мы продолжаем. Так, мы подходим здесь. Здесь происходит молитва, я так подозреваю. Люди кланяются, поджигают палочки. Продолжаем свое путешествие по территории Ламайского храма. И это все, что я мог сказать голосом экскурсовода. Все остальное, честно сказать, мы ничего не знаем. Почитать можно в интернете, я думаю, очень много всего. Поэтому мы просто смотрим на архитектуру. Честно говоря, проникаемся первым таким китайским фундаментальной локацией, на которую мы попали. С учетом, что мы только утром сидели в самолете и даже, в общем-то, Не спали. все бегом-бегом, да, без сна, поэтому сегодня будет не сильно информативно, но мы постараемся показать, в каком темпе можно идти. Очень интересное техническое решение в кровле примененное, я отмечу, может кому-то интересно. Рома меня подставляет, чтобы меня Да, посадили. если что, его арестуют, не жалко. Снимать нельзя здесь. В принципе, вот различные помещения. В каждом помещении посвящено какой-то, видимо, истории. Там, то есть, очень много Будд, различных божеств буддийских, многоруких, ну, в общем-то, пузатых таких. Многоликих. И так далее. Да. Вот. И, в общем-то, в принципе, там на английском есть надписи, можно все прочитать, все понять, но мы так подумали с Александром, конечно, может быть, и лучше бы не пускали сюда туристов. Мы вообще не понимаем, что здесь происходит, честно говоря. То есть люди ходят, молятся, тут воскуривают благовония, и не понимаешь, как этому всему соответствовать. А вот архитектура, ну, приятная. Тем более, первый наш объект в Китае. Нам, конечно, все очень нравится. Хотя тоже вот у них все это вот своеобразно. Такие вот стены, бах, вообще без ничего. И резная такая красивая крыша. Просто сумасшедшая красивая. Вот коньки там украшенные, там какие-то кошки, там драконы. Супер. Но все это вверху. И внизу все так простенько, стандартненько. И внутри красиво. И, наверное, это уже 5-й или 6-й храм по дороге. И вот идешь, так каскадами ворота. Видимо, это что-то обозначает. Впечатляет, здорово. Ну, я вижу, даже он европеец стоит, молится с палочками. С Видимо, рюкзаком. они знают как. Может, он здесь живет.
Когда говорили в Китае все масштабное, как-то фоточки смотришь, да ну в принципе не, вот приехать посмотреть, да. Это только начало. В финальной точке, чтобы было понимание, какой Будда стоит. Боже мой. Огромный. Это вот я с камерой пытаюсь объять необъятное. И еще одна попытка снять большого Будду. Деточки фотографируются, ну, в принципе, вот фотографируются же. Где-то разрешают, где-то запрещают. Кто построже, кто подобрее. Видимо, здесь чем больше Будды, тем добрее смотрите. Потому что плохого, если фотографируются с Буддой? Вот это видео, что мы снимаем, оно как бы, понятно, даже больше вот, практическое выживание. Например, вот никто нигде не рассказывает, как происходит поход в туалет в Китае. Граждане, берите с собой туалетную бумагу. Я только что проверил, писали в блогах, что нет туалетной бумаги в туалетах, ее нет. Но берем с собой, кому нужна туалетная бумага будет. Вот. Потому что маленькому проблем никаких. А если вот что, Ну, на выходе салфетки. туалетной были бумаги для рук. нет вообще. Вообще нет в кабинках. Поэтому будьте к этому готовы морально. Все. Такая, я считаю, важная информация. Да. Мы не просто в парке, мы в Temple of Heaven прибыли. Храм неба знаменитый. Здесь императоры там возносили молитвы об урожаях, о небе и т.д. и т.п., чтобы была погода хорошая, солнышко светило, всех радовало. Император лично этим занимался. Ну и как бы все в Китае было хорошо, пока он этим занимался. Камни, если это не искусственные, то они потрясающие, если это природные. Но есть подозрение, что это... Мне кажется, что их так приводили в порядок все-таки Да. каким-то образом. Доводили до кондиции. Ну и так вообще деревья, парк, ну как бы на самом деле растения похожи на наши. Тут, конечно, вам не тропики. Вот мы и белочку встретили. Зумить не получается, ну в общем, Где-то там белка. вон она прыгает, видно, она вон прячется, играет. Вот она, смотри, оп. Вот она, оп. Вот сейчас прям хорошо получается. И вот она на дерево пошла. Будет видно. Прям черная, ты посмотри, какая интересная. Чуть другого цвета, да? Да, и белая грудка. Но она очень интересная. Есть вымощенные тротуары, но Но есть тропиночки, пешие. которые протоптали люди, такие вот, как мы. У нас получается больше про жизнь. Как тут? Тропиночки все изучим. Белочек всех посмотрим. Тут Очень храмы большой парк с блогерами на каждом шагу. Тут снимают что-то. Красивые сосны очень. В парковый комплекс Храма Неба мы вошли через восточные ворота. Так нам было бы удобнее добраться из метро. Но правильнее было бы идти от южных ворот. Поэтому к священной дороге мы специально пошли в обход по парку, но ошиблись и вышли на нее чуть раньше. Таким образом пропустили жертвенный алтарь и павильон небесного свода. Времени было мало и возвращаться не стали. Кстати, священной дорогой называлась центральная полоса. По ней никто идти не мог. Она была предназначена для Бога. По восточной полосе шел император, а по западной – императрицы и дворцовая челядь. Мы идем по знаменитому проходу к Храму Неба. Эти проходы знаменитые. Это вообще ворота молитвы называются. Очень много людей. Будний день. Не знаю, что здесь в выходные творится. Пытаемся пробиться. Вот этот храм неба. Из европейцев здесь только Роман. Очень красивое, величественное здание. В Китае преобладает местный туризм, и это особенно понимаешь, когда видишь все собственными глазами. Человеческий поток бурлит и шумит разноголосием. Чтобы вы почувствовали атмосферу и колорит этого места, я на минуту прерву комментарии, оставлю только звук, записанный нашими микрофонами.
Мы пытаемся протиснуться вовнутрь, посмотреть вообще, что там. Роман вот снимает с камеры. Что-то там очень интересное, все пытаются снять. Ну там, да, типа трон, наверное. Роман в данную минуту пытается пробиться через толпу туристов. Уже возвращается. Наверное, Да, там еще, наверное, параллельно писался мой голос. Да? Я что там рассуждаю, стою, фотографирую. В принципе, мы его посмотрели. Даже поснимали. да, пробились через эту огромную толпу. Ну, снимали абы что, но факт был. Так что я думаю, можно пойти дальше. Да. Все, мы идем дальше. И, честно сказать, да, тут можно задержаться и зависнуть, и много чего изучать, и парк огромный. Но поскольку мы вот первый раз и галопом по Европам, хочется посмотреть все и сразу. Это как вот в Москву, ты приезжаешь, там Красная площадь, потом туда побежал, все увидел. Потом второй, третий раз более осмысленно, уже идешь по палатам, что-то там осматриваешь и так далее. Вот, а сейчас, ну вот мы просто хотя бы вот в масштаб, все, мы тут оценить масштаб приехали, скажем так, Китая, китайских достопримечательностей. Поэтому без обид, сильно, глубоко мы, как говорится, не вникаем, не снимаем. Мы вот по масштабам сейчас вот объем. Так что вот такая цель. Все, побежали в парк Бэйхай. Много людей в национальных костюмах. Китайские красавицы. В таких нарядах вот встречаются. Мы идем по аллее роз, почти как в Кисловодске. Да, только аромат здесь стоит такой сумасшедший. Камера не просто. передает, да, очень сильно пахнут розы. И такие они прямо красивые все. Небольшие, но очень пахучие и красивые розочки. И такой здесь сад. И смотрится это все очень симпатично. Уличный фитнес. Лучше людей занимаются, никаких проблем. Их еще и на камеру снимают. Они тут реально крутые получаются. Вон там мужчина, да, даже со стадикамом его снимает. Вот так вот. Такие ивы роскошные. Мы идем в парк Бэйхай. Уже темнеет, к сожалению. Вот мостики такие. Люди на них тоже фотографируются, снимаются. Лежит он. Вон еще один. Это скульптура. Рыбак тут же рядом. Люди вот живут, да? Так, это как бы нормально у них все. Потом ну, красиво цветет. Вот эти красные, ну это, конечно, не лотосы, но что-то это такое красивое, да? Включен ли у тебя микрофон? У тебя микрофон включен. Вот Включен. Фонарики уже зажгли. Еще не вечер, что называется, а уже фонарики. И мы идем в парк Бэйхай. Уже по-светлому мы туда не попадаем. Очень здесь колоритненько. Да, да, здесь вот Прям Китай-Китай. Наконец-то мы увидели. Кстати, вот чтобы автомобили никого не покалечили, такие вот колбики. Круто. Вон она, белая ступа, к которой я ехал. Ой, все, я его не сниму никак. Ну ладно, хоть посмотрю. Вот здесь должна была быть наша переправа по плану. Переправа закрыта. И поэтому придется нам к ступе идти пешком. Дорога есть. Вокруг этого озера мы сейчас обойдем. Ты можешь озеро показать, озеро. Верни озеро, вот верни в кадр озера. Обойдем вокруг озера, вот вокруг озера обойдем и к ступе придем. Идем. Полчасика минимум. Коты. Развлекаются коты. Или девушки развлекаются, не поймешь. Ну, наверное, и те, и другие. Вот, вот, смотри, вот туда мы идем. Вот, покажи, куда. Наш путь безнадежный лежит. Очень мало света, я бы сказал бы, но это по-своему так интересно, создает такие интимные моменты, как сказать, правильнее сказать, интимное освещение это, да?
И мы сейчас по этой лестничке как поднимемся, как запыхаемся. Очень темно, очень крутая лестница. И тут даже такая панорамка была бы просто сногсшибательная. Но в темноте у нас тут так. И сзади вот она, белая ступа. Мы не зря сюда шли. Сейчас еще подойдем поближе. А, тут даже перекрыт проход, видишь, мы даже не поднимемся. Мы просто сможем обойти. Проходы перекрыты. Видимо, сказывается то, что наступила поздняя осень, скоро зима. И рано темнеет. Вот это самый большой минус осенних поездок. Рано темнеет. С другого ракурса, ну, все равно темно, ближе мы не подойдем, потому что закрыто. Не грусти, нас ждет много интересного впереди. Вот, тут вот сосиски продают. Я бы уже такой, что съел бы и сосиски. Вот такой я уже стал. Есть еще одна перспектива. Умереть рядом с сосиской от голода. Ярко, аутентично, холодненько. Вот какую-то фигню нам хотят продать, свистящую. У нас нету кэша, блин. Что-то варится там такое интересное. Сосиски они жарят. Давай сосиски. Не, вон рядом компот Это компот. с пеной. Ты пропал уже, наверное. Кто не берет. Мы нашли сосиски соевые. О. Едим их. Решил поснимать. Да. Мы купились на внешний вид. Подумали, что они такие Из аппетитные. мяса. Думаю, что с нежной курочки. Там еще потом цена. С другой стороны, за 2 10 юаней. За 120 рублей. Там по самому жесткому курсу. В принципе, перекус. По 60 рублей с человека. Ну, конечно, это стоит. Ну, в принципе, когда весь день не ел на ногах с самолета. Съедобно. Сейчас мы дойдем, наверное, посмотрим на башенки и пойдем искать какую-нибудь настоящую еду. Очередь за какой-то легендарной китайской фастфудой. Фастфудом. Ну, я специально сказал фастфудой. Вот она такая, ну, еще не самая большая в Китае, подозреваю. Вот по этой улочке мы должны дойти до башни. Финальная точка сегодняшнего культурной программы. Народу тьма. Уже действительно много людей на улице, много фастфуда. Съели еще какой-то булочки с мясом, очень вкусной. Мы до нее добрались. Башня огромная. Наконец-то мы нашли эту знаменитую китайскую башню. Да, она в каждом городе под знаменитой китайской башней, поверьте. Даже по две. Одна колокольная, это одна барабанная. Знаменитая в Пекине. Вот мы добрались и до второй башни. А она на реконструкции. Такая здесь аллейка. Вот ночной Пекин. Она дальше становится пешеходной, мы сейчас должны дойти до этого места. И там фестиваль уличной еды бесконечный до 10 вечера. И, возможно, пекинскую утку мы попробуем. Честно говоря, когда мы ехали сюда, ну что ее есть, эту пекинскую утку? Но сейчас я думаю, что это, походу, единственное, что мы можем здесь поесть, потому что пока еще не адаптировались, что здесь есть. И пекинская утка кажется самым простым решить. Вот здесь магазины, всего подряд, вот какой-то еды, там просто еда. Ну и как бы улица знакомая многим, кто снимает видео про Китай, наверное. В Пекине попадают на эту улицу по-любому. Ну мы же тоже, конечно, как же без этого. Достаточно вроде как популярный. Ну, стулья я протираю салфеткой, чтобы можно было сесть и вляпаться в жиру утиной. Ну, это, я так понял, тут нормально. Так что и вообще уже хочется есть, уже плевать. Так. Блюда разнообразные. Сначала мы читали меню, потом передумали читать меню, потому что нам принесли бумажку, на которой написано: это для двоих, это для троих, это вам на 4 хватит. Вот берите то, что вам хватит на двоих, а то вы задолбали туристов, вот это, морочитесь с меню. Мы подумали и согласились. Значит, что нам предложат? Будет ассорти из морепродуктов, манго, еще какой-то салат с овощами,
Будет еще что-то курица с креветками, сладкие брокколи с каким-то соусом. Будет утка по-пекински, ну, печеная там типа. И даже будет десерт. И будет у нас еще дринк лимонный, сок, 2 чашки. И будет еще у нас лимонное вино, и желтое вино рисовое мы сами себе заказали, и литровую бутылку пива. Потому что весь день мы не пьем, не едим. Все, заказали, ждем. В Пекине на самом деле целый культ печеной утки. Ее не только подают в кафе и ресторанах, ее можно купить в магазинах, на уличных рынках, даже на вокзале мы видели сувенирные упаковки с пекинской уткой целиком или половинками в вакуумных пакетах. А вот так утку разделывают перед подачей на стол. И, конечно, все в Пекине уверены, что правильно готовить это блюдо умеют только здесь. Нам принесли покушать. Различные блюда. В принципе, очень даже интересные. Половина мы еще не понимаем, что это такое. Точнее, мы понимаем, что тут должно быть, но мы не понимаем, как оно приготовлено. Но не остро, вопреки всеобщим ожиданиям. Вообще не В принципе, остро и пряно. нету перца. Неплохое пиво. Неплохое вино. Сейчас мы еще парили байдзю какую-то. Для чего? Какие догадки у людей он есть? Там Ну да, налито так что-то. может суп нам какой-нибудь принесут еще, я не знаю. Китаянки закидывают с маленьких рюмочек Байдзю какой-то вообще алкоголь. мало там только. Это байдзю, это водка местная. Вот ту вот утку купи, вот ту вот, которая вот нарезанная. Вот нарезанную, да. Клади в лепешку. Короче, шавуху. Да. Мутим Вот эту шавуху. Мути-шавуху, да, такую, мини-шавуха. В принципе, да. Лучок он рядом с... Нет, вот, да, вот он. Это не лук, это сельдерей. Сельдерей, значит, клади. Жалко лука не дали. А, лучок. Вот хочешь еще, ну, лучок Вот подкинь, вот, да. Соевая сметана, наверное. Да. Вот, тоже ее туда маш, не стесняйся, это майонез. Маш палочками. Давай, как-нибудь маш. Много не выкладывай, видишь, ее мало, там не хватит. Крути, давай. Так все получится. Ты сейчас это придумал? Скажи честно. Заморочил меня. Да, в общем-то, нет. Ну, очень жесткая лепешка. Очень жесткая лепешка. А должна быть очень мягкая, в теории. Понравилось. Вкусно, да? Да. Вот я тоже хочу попробовать. Все бросаем снимать. Со всех сторон что-то делается, течет вон, строится, ковыряется, громыхает, несмотря на то, что сейчас уже достаточно поздно, 10 час вечера. Никакого режима тишины никто не соблюдает. Ну, тут, видимо, люди особо-то и не живут здесь. Видимо, работают, носятся как угорелые на этих своих скутерах. Ну, пока нас еще не сбивали. Но пытались. Да, вообще день неоднократно. получился интересный, насыщенный, неплохой. Много где побывали, много что увидели. Изюминка на торте, вишенка. Это пекинская утка, ресторан. Хорошо покушали. Очень насыщенный был сегодняшний день, несмотря на короткий сон, перелет. Мы, в принципе, все успели.